Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе чая, взять печеньки, готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой смотреть Черепашки Мутанты Ниндзя, второй сезон, 23 серия. Соответственно, последняя арочка у нас начинается, первая серия последней арки этого сезона из 4 серий. Вот очень, говорят, интересно, очень, говорят, захватывающе, очень, говорят, увлекательно, но мы это уже с тобой сейчас... Ты что, прячешься, из кадра выходишь? Нет. Что делаешь? Я притворяюсь. Кем? Трицератоном. То есть, в твоем понимании трицератоны где? Внизу? Ну, он же как крокодил. И чё? Ну, он, наверное, плавает как крокодил. Крокодил всегда... Крокодил вот это... так вот уровень воды, а вот так вот нос крокодила. Крокодил это который вот был мутант, который Крококо, вот Крок. этот. Крок, да. Вот он, да. А трицератоны, какие из них крокодилы? Ну, не знаю. Носорог. Носопык. Прошлое — другая страна. Там все происходит иначе. И тем не менее, кажется, что прошлое все еще живо. Оно преследует нас. Ты с носками на голове. Ага. Но не стоит бояться. Когда, знаешь, когда идешь грабить банк, а у тебя есть только колготка. И ты Да. такой. Колготка одна. Да. Надо бояться будущего. Американский дракон Джей Лонг, да, вот этот вот ваш? Ой. There's no one better. Watch out for Shredder. They're like no others. Those teenage brothers. 1, 2, 3, 4. Teenage Mutant Ninja Turtles. Большая драка, часть первая. Большая драка. Биг Брау. Тот самый сюжет пошел? Да. Он хвостом? Автор сценария Майк Райан. Нет. Моргнула в этот момент. Блин, было бы прикольно, если бы Сплинтер своим хвостом брал, знаете, вот прям ниндзя фут, вот обхватывал шею и такой типа поднимал. Прям это вот было бы жестко. Вы с ним не шутите, он вам потом люлей вставит. Да нет, тебе кажется? Что происходит с мастером Сплинтером? Мастер Сплинтер, с вами что происходит? Мел, свиток, яблок. Ты картину собрался рисовать? Вот это натюрморты? Не понимаю, почему мастер Сплинтер так усердно тренируется? Он уже месяц ходит как чокнутый. Мои сыновья, я покину вас на несколько дней. Пока меня не будет, я хочу, чтобы вы были предельно осторожны. Не покидайте наше жилище, пока я не вернусь. Леонардо, ты остаешься за главного. Присматривай за остальными. Куда вы уходите, сенсей? Не волнуйтесь, я скоро вернусь. Так странно. Я снова спрашиваю, что с мастером Сплинтером? Просто решил Не знаю. уйти. Ну, Он уходит и больше никогда не возвращается. Он такой, блин, они уже достали со своей пиццей, игрульками. Пусть сами за себя отвечают. Оставляю им хату и ухожу в другую. разве вы не помните? Он также уехал 3 года назад. Да, но куда? А что было 3 года Может, у назад? него есть подружка? Есть один способ узнать, куда направился мастер Сплинтер. Проследить за ним. Он сказал, что мы не должны покидать жилище. Он еще сказал, чтобы ты присматривал за нами. А мы будем присматривать за ним. Понятно?
Да, ты за ними, и все нормально. Никто никого не обманул. Сейчас просто в стену входит. Я считаю, такой профессиональный ниндзя, как Сплинтер, Должен просто усиками чувствовать, что за ним следят. да, особенно если за ним следят его же детишки. Мгм. Так, пентаграмма какая-то странная. А потом его спросят, а откуда вы знаете вот эти вот непонятные заклинания? А он скажет, ну по телевизору увидел. Как вот реально, а он человек, ну как человек, крыса вообще, даже не с другой планеты, не чужил у ниндзя, научился ниндзя-техникам, понятно, а откуда он знает вот эту магию, хотя находился, ну типа, не знаю, в клетке, а потом был учителем, ну это странно, да? Портал. Ну это прикольно. Ладно. Ничего не понимаю. А вы такой сможете нарисовать? Нет, по памяти. Запомнили? Твердый камень. Да, как твоя башка. Может, здесь есть дверь? Песнопение было знакомое, но я никогда не видел таких символов. Похоже, сенсей улизнул от нас. Может да, а может нет. Сенсей учил нас, что там, где есть энергия и ультрафиолетовое излучение, там всегда есть проход. Отличная попытка, Донни. У тебя есть мел в твоей волшебной сумке? Да уж. Обалдеть. Ну ладно. Должно. Даже если след остался, хотя на самом деле очень странно, если это мел, какой там ультрафиолет поможет, чтобы след запалить. Его же водой типа смыло, он должен был размыться, наверное, по стене. Ну ладно, не суть. Даже если они эти следы перерисовали, им же нужно все равно, как Сплинтеру, там пропеть вот это заклинание. Они его явно не запомнили с первого раза, если у кого-то, конечно, нету супер музыкального слуха. Диктофон. Получается. Ты нормально? Вперед! Да. Ничего не остается. У меня воротник из Из собаки. гора. Собаки. Получилось? Осуждаю. Кстати, в Южной Корее вроде закон вводится на то, что нельзя больше в ресторанах Да, это давно собачье уже. мясо подавать, да? Мгм. Может быть. Теперь дороги назад нет. Может, это все-таки не очень удачная идея? Идете, ребята? Каменкас. А сумку-то с этими всякими плюшками взять. Ой, безумно. Да? Не нужна, говорит, больше. А где мы? Определенно не на Земле. Могу предположить, что это... Напоминаю, в начале первого сезона им Сплинтер такой: сыновья мои, мы не выходим наружу, мы никуда не ходим. А 3 года назад сам куда-то смотался, вообще в другой мир. Такой врун, а? Нет, мне, конечно, нравится вот... Смена локаций? Нет, я хотел сказать, мне нравится и замут с магией, типа, если здесь будет что-то такое магическое, это прикольно, это всегда прикольно, но как будто бы, знаешь, постоянно это происходит. То мы с Эйприл куда-то в мир какой-то другой попадали, Да, они то мы... постоянно по мирам путешествуют. то постоянно, да, вот эти вот, это немножко уже как-то то ли странно ощущается, то ли как будто надоело немножко. Вот я говорю, они вообще, по сути, дома должны сидеть. Да, да. какой-то мир между мирами, даже измерениями. Это японский мир, где вот этот был, приходили к Nexus. нам с японского мира. То есть какая-то точка параллельной подпространственной общности? Ты откуда это знаешь? Донни не единственная черепаша, что смотрит «Звездный путь». Посмотрите наверх! Там открывается еще одна дверь. О, прикольные гуманоиды.
Это типа, блин, насекомый вот этот палочник, есть же, который под палку маскируется. Типа, Да-да-да. похоже, он тоже сначала такой прямые, а потом оп, и оказались руки, ноги. Стойте! Может, они не опасны? Ты так думаешь, бесстрашный лидер? Так а чё они вон худенькие, 2 удара и все. У нас нет на это времени. Не думаю, что у нас есть выбор. Ого. Боже, эти штучки довольно острые. Прикинь, если они не в степную попали. Мои Ну, ты имеешь в виду, типа, не те знаки нарисовали или не то заклинание прочитали? Ну, все может быть, конечно. штаны! У Лео хорошая идея. Надо подойти поближе к тем типам. Там так суставы прохрустели. Постоянно катаны Да. свои ломает. Больше у тебя нет возможности у Кейси в саду новые сковать. Предварительный групповой матч завершен в 54,3 кваргонов. Гомтай снят из соревнований. А, это был типа матч соревновательный. Если вы с Лонтаги, Слонтаги? Вы с нами разговариваете? Не, вон те слонтаги, мы не слонтаги, мы с земли. Вот слонтаги. То есть они участвуют в каких-то соревнованиях турнире, и вместо того, чтобы убедиться, что их оппоненты это действительно с той планеты, и они просто берут атаку. То есть судья не контролирует, кто с какой планеты дерется. И сами, как сказать, ну, участники соревнований тоже, они такие, ну, блин, ну просто подеремся, что за тупизм? подождите минуту. Это неправильно. Произошла ошибка. Вот именно. Гомтаи должны были драться со слонтагами, а не с вами, землянами. У нас зарегистрирован только один землянин, Хамата Сплинтер. Хамата Сплинтер? Мастер Сплинтер? Где он? Все не так, как должно быть. Я тоже вот ничего сказать не хочу, но это немножко как будто бы неуважение по отношению к Сплинтеру. Типа Сплинтер сказал, я уйду, вы типа не теряйте, вот следите друг за другом. Я пошел. Ну надо, наверное, своему сенсею доверять, но это как-то тоже некрасиво как будто со стороны А я учеников. подумала, а вдруг с ним что-то Ну случится, если, они, пожилой. ну, если они говорят, что он уже так делал 3 года назад, и он вернулся, ну, наверное, и в этот раз он тоже так сделает и вернется. Но просто, если учитель говорит, мне кажется, слова учителя превыше всего, а не идти непонятно куда встревать, потому что они же сейчас тоже могут его подставить, и все такие подумают, ага, зарегистрирован Сплинтер, а пришли еще 4, это война, и вообще межпланетная война сейчас начнется. Я говорю, он их расхлябал из-за того, что они выходили много из своей пещеры этой канализации, понимаешь? И они уже не могут без этого. Они такие, кто-то куда-то идет, мы с ним. Тем более, ладно, вы проследили за ним, увидели, что он вошел в какой-то портал, ну, наверное, ему туда надо, наверное, у него как что-то там, ну, намечено, наверное, что-то... Они такие, а какие дела у него тайны от нас? Да, вы еще маленький сопляжуй, вам 5 лет, а Сплинтеру уже 120. Понятно. Поэтому как бы дошли до портала, и все. Мне кажется, здесь надо было остановиться и идти обратно. Ну это реально как-то... Сейчас тебе напишут возраст каждой черепахи. Ему 3 года, 8 месяцев, 2 дня. Да. Я должен внести изменения в расписание поединка между Гомтаи и Слонтагами. И ушел. А эти пусть же дальше что О хотят, чем то он говорит? делают. Не знаю и знать не хочу. Чем скорее мы найдем мастера Сплинтера, тем скорее мы сможем разобраться с этими эскимо на палочках. Эскимо. По крайней мере, Геоджи нам знаком. Я только помню, что Геоджи работает на того типа, суперкрутого ниндзю. Спорим, мастер Сплинтер в курсе происходящего. Похоже, он знает гораздо больше об этом суперкрутом ниндзя, чем говорит.
зарегистрирован. Боже, если я увижу суперкрутого ниндзя, я... Тем более, если они нарисовали знаки, прочитали заклинания, то, наверное, портал должен был открыться в том же месте, где вышел из Сплинтер. То есть, по идее, Сплинтер отсюда далеко уйти не мог. Они буквально буквально разница в 5 минут. Он должен был увидеть этот портал, услышать, как они там дерутся или они должны были его следы увидеть, чтобы быстро по ним прийти сразу к Сплинтеру. Тоже немножко это странный момент. Какого черта? Он тоже в соревновании. У него соло соревнований. Он проверяет себя, он тренируется перед Ты что, не соревнованием. понял это, что ли? Я вообще думаю, у меня в голове немножко по-другому все сложилось. Ну как? Но я подумал, что, возможно, Сплинтер, многоуважаемый какой-нибудь ниндзя, его сюда как почетного гостя позвали. Типа, быть судьей, возможно, или просто зрителем, ну что-нибудь такое. Или они приносят свои извинения за прошлый раз в битве с ниндзя, который приходил. Ну и поэтому он приходит сюда, чтобы там принять извинения. Вот, то есть, я не думал, что он участвует в соревнованиях. Тем более, нам показывали там соревнования 4 на 4. И я думаю, ну Сплинтер уж один точно не будет драться. Оказывается, нет, но он поэтому, видимо, тренируется дома, и здесь уже как бы свои навыки демонстрирует. Ну, тоже прикольно. Держитесь, сенсей! Не вмешивайтесь, слышите вы? Сейчас все испортите, школьники. Вот правильно. За вами глаз да глаз нужен, а? Правила битвы Нексуса гласят, что не должно быть никакого внешнего вмешательства в ход поединка. Сейчас Сплинтер накостыляет ему. Сенсей! Нам показывают в одних сценах какой-то великан и какой Сплинтер на его фоне маленький. Тем временем в этом моменте Сплинтер огромный и бьет его по телу, смотрите. Вот сейчас. То есть Сплинтер, ну... Нет. Да. Ну, это, знаешь, почему так? Потому что он у Ближе него находится. Ты это ближе хочешь к сказать? нам, да. Да. Но все равно здесь складывается ощущение, что Сплинтер все равно большой. То есть у него и голова больше, чем у этого великана, и все такое. Я, конечно, понимаю, по перспективе ты имеешь в виду, но все равно вот Его до этого... голова просто должна быть больше сейчас. Если он все-таки вперед наклоняется, его голова должна быть больше, чем его тело. Ну да. А так он как будто сбоку просто Да. прилетел, кажется. Да. Ну, странный момент. А сейчас покажу. Ну, не покажу. Мастер Сплинтер, вы живы? Как вы попали на этот поединок? Кто этот тип? Вы должны были остаться дома. Реально? и Ну, следовать ругай за их. мной. Палкой по жопе. Леонардо, я очень разочарован. Простите, сенсей, но я Мы просто... тоже. Не вините Лео, мастер Сплинтер. Это я уговорил его. Победу одержал Хамато Сплинтер, третье измерение, планета Земля. Если это единственный судья на всей вот этой соревновательной системе, то это, конечно, какое-то упущение. Он просто то тут, то там, ему надо везде все бдить, контролировать. То есть, ну, надо несколько За всем не следишь. Да. Тем более одновременно матч проходит. Защищайте мастера Сплинтера! Нет, Джин не враг. Хорошо подрались, товарищ. Я так надеялся победить тебя. Тебе Это это его почти друзья. удалось. Ну да, что, они просто... Это дружеские матчи какие-то. Да. Прикольно. Просто показывают, типа, наверное, ну, звание какое-то там берут. Лучший ниндзя галактики, там, не знаю. Возможно, какое-нибудь денежное вознаграждение, может, кубки, может, еще что-то прикольное. Друг, это был отважный поединок. Аригато. Это честь для вас четверых, что у вас такой сенсей. Он здесь своего рода легенда. Правда? Клянусь молотом Вуду. Неужели он вам не рассказывал? Забавно, очень забавно. Позвольте рассказать вам небольшую историю о вашем сенсее.
Не стоит беспокоиться. Никаких беспокойств, товарищ. Слушайте, юноши. На протяжении многих веков во всех вселенных великие воины искали сильных противников. Именно так возникло это место — Нексус, в котором жители множества различных миров могли сразиться с достойными противниками. Турнир «Битва Нексуса». Здесь воины могли доказать, что они самые сильные, самые опытные в боевых искусствах из всех существ. Помнишь, я Винкс жаловался тебе, что мне не хватает гуманоидоподобных существ? Только людей показывают. Вот таких мне нужно было, Винкс. Вот таких. Чтобы вот такие были специалисты там, чтобы вот такие феи были, чтобы вот разные были там, как Конституция. Сенсей вашего сенсея однажды стал чемпионом битвы Нексуса. А как вот он тоже здесь оказался? Типа, к нему просто пришли и сказали, хочешь поучаствовать? Он такой, ну ладно. Или как? Вот просто тоже, да? Ты же, ну, тут надо определенные знания иметь, как туда телепортироваться, определенные символы, вот... определенное заклятие. Хозяин. А он откуда знал? Он участвует, вон. А он как здесь оказался, если он с земли? Ну, Ты понимаешь, к чему я веду? Ой, нет, завербовали его. Кто? Вот этот момент очень много упущений, мне непонятно. Я хочу знать, как этот откуда оказался здесь. Сам пришел, Я если думаю, сам нам то. расскажут, это там Ладно. несколько частей. И вскоре после этого ваш учитель стал участником соревнования. Он удивил и впечатлил многих своей смелостью, мастерством и честью. Он достиг успеха. О, дракон. И в финальной битве сразился с самым свирепым воином — Дракон. Больно. У них бы хотя бы, знаете, соревнования были бы по весовой категории. Ну, типа, где дракон, походу, 10-тонный, и где мышка 100-килограммовая. Ну, это вообще разные весовые истории. Бедняга Сплинтер сломал ногу в ходе битвы, и положение казалось безвыходным. Матч остановили, и Сплинтеру дали шанс признать себя побежденным. Но он не согласился. О, а этот делает, как он называется? Ему разрешили наложить шину на ногу и продолжить поединок. Клянусь кулаком Ватана, даже я не верю, что Сплинтеру удастся одержать победу над Драко. Со сломанной ногой. И по носу надо было По добить. правде говоря, в тот день он был лучшим из лучших. Сплинтер стал новым чемпионом большой драки. Наш сенсей — величайший воин мультивселенной. Это ерунда. Мультивселенная. Это круто! Я выиграл соревнование, вот и все. Это все равно, что узнать, что твой отец Супермен. Но подождите, это не все. Темные дела случились в тот день. Супермен. Да, Супермен, мышка Супермен. А это мы видели в начале, там дракон напал. Ну? Они, наверное, отвязали дракона. Зачем его отвязывать? Ну, дракон, наверное, тоже... Как Сплинтер существо. Да, имеет разум. Дерется тоже как бы интеллектуальное существо, а не просто помогаться. Больно. Заяц. Это не ты ли из ну погоди сюда влез как-то к нам? А похож.
Ты не на нашей стороне, что ли, дракон? Маленькая крыса возомнил себя чемпионом. Считаешь, что ты... А почему вот сейчас не появляется мистер Дух с этим веером, который может остановить спокойно дракона? Я, конечно, понимаю, что он больше, наверное, использует свои силы во время соревнований и матчей. Но, мне кажется, за порядком в Нексусе тоже нужно следить, чтобы все друг с другом не дрались просто так. То есть не убивали, а только в соревнованиях это все применялась сила. Где вот он? Лучше меня! Подумай! Еще раз! Конечно, лучше. А вот, пришел. Сплинтеры и молодой кролик-самурай погибли бы, если бы Дамио не пустил в ход свой волшебный боевой посох. И тогда Драко показал, какой он на самом деле трус. Трус! Сбежал, фу, позор. С тех пор его не видно и не слышно. Это все так клево! Для нас честь, что вы вернулись, сенсей. Это честь для меня. Не могу передать, какое удовольствие видеть моего доброго друга в числе отважных воинов. А теперь твои сыновья прибыли принять участие в соревновании. Это воистину великий день. Они должны были быть дома. Мы без участия. Можно? достойный. А можно мы просто зрителями посидим где-нибудь на лавочке, просто насладимся прекрасными битвами? Даймио, 4 землян не были зарегистрированы по правилам, но они выиграли отборочный тур. Отлично. Тогда по моему приказу они примут участие в соревновании. Если вы сочтете это приемлемым, друг мой. Учитель, что Я скажете? думал, что они еще не готовы соревноваться. Но, возможно, судьба показывает чересчур беспокойному отцу, что его сыновья выросли. Но здесь же все равно не на насмерть битвы, как бы, я так понимаю, судья следит, там, как бы, в нокаут откидываешь, и нормально, убивать не обязательно, поэтому, что беспокоиться-то? Они могут участвовать. Круто! Здорово! Теперь, когда все счастливо разрешилось, у меня есть важное дело чести, с которым к вам обратиться мой Ну, сын. опять ты. Что это? Это уловка? Никаких уловок, клянусь. Уважаемый сенсей, я знаю, что когда мы встречались в последний раз, я вызвал на смертельную дуэль Леонардо. Это был опрометчивый поступок. И я приношу искренние извинения вашей семье за мой непозволительный поступок. Прошу простить меня. Он что, решил начать все с чистого листа? Твои извинения более чем любезны. Мы принимаем их. Простите, сенсей, но, кажется, я не смогу соревноваться. Мои мечи сломаны. Отец, вы должны помочь ему. Конечно. У нас есть исключительный придворный кузнец. Не бойтесь. Геоджи проследит, чтобы твои мечи починили и доставили тебе. Как прикажете, мой повелитель. Пойдемте. Следующий этап турнира вот-вот начнется. А великан-то тут как затесался. Великан проиграл, все, пусть идет куда подальше. О, трицератон. Воины, вы прибыли из множества различных вселенных. И я приветствую вас на турнире «Битва на...» Интересно, это тот же самый трицератон, который был в тюрьме в Трицератонской республике? Мне Или... кажется, да. Я приветствую смелость и отвагу тех, кто решил принять участие в битве. Я поздравляю тех, кто прошел отборочный тур, и прошу приготовиться к началу боя, ибо пришло время. Пусть следующий этап турнира «Битва Нексуса» начнется. А, узнали. Максимус, Дай посмотреть. Круто! прошу, друзья мои, позвольте проводить вас на следующую арену. Видишь, я был прав. Сейчас вы находитесь в павильоне чемпионов прошлых лет. Что-то вроде Зала Славы. Здесь есть 2 статуи, которые могут Опа, Шреддер. заинтересовать вас.
И учитель Splinter Nine, да? Это что-то. Представляете, статуи нашего сенсея и его сенсея стоят в зале славы. Пойдемте, нам надо идти. А это, знаете, нет, он дважды стоит, Шредер. Ребята, если вы не против, я задержусь на минуту. Я догоню вас. Запомни, Лео, ничего не трогай. Сломаешь, будешь сам покупать. Идите, я скоро. Чё? Дедушкой любуешься? А чё за это чуваки такие теневые? Почему их всех не поймают, не изгонят? Какие-то непонятные черти. Продолжение следует. Крысы со спины Ну, нападают на тоже мне одного ниндзя, тоже мне вот это вот, дюром. тоже мне честь. Какая честь? Крысы местного разлива. Не говори. Чё, как тебе? Хорошая серия, начало положено. Да. Новой серии этих сюжетных. Да. Интересно, на самом деле. Пока, конечно, сложно что-то сказать, потому что ничего не понятно, чё, кого. Вроде мы поняли, что соревнования, наши черепашки участвуют, и есть какой-то дракон, который что-то мутит, эти, походу, служат на дракона. А так, в целом, весело, задорно, нравится, что много разных персонажей. Мгм. Вот, возвращаемся опять-таки на Трицератонскую республику, когда там показывали разных монстров, они сражались. Здесь примерно то же самое, все сражаются, но ради чести быть удосуженным статуей вот в этой зале славы. Так прикольно. Да. Спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серии, как тебе реакции, залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы, подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующей серии. Всем пока. Пока.